Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Обсудим с вами перипетии, такие яркие события в Киеве. Вот ровно вчера бурлили картонки, слились картонки. Серненко поздравил Хмару, этот организатор там тоже поздравил Хмару. Все вроде как разошлись, и скандал вроде как с офисом президента и с госпожой Мудрой не помог. Ну и, в общем-то, сразу же на следующую ночь обстрел. Достаточно серьезный, 13 жертв, завтра в Киеве траур, горят склады, их гасят в Бориспольском районе, уже там заявили сеть супермаркетов, что и они пострадали, хотя там заявлены склады и некоторые там предприятия связаны с топливом, в общем, большая промка, большие склады под Киевом, ну и, соответственно, Киеву самому досталось тоже, людей завалило под... они были в подвале, в убежище, в общем, там доставали. В Соломенском районе больше всего погибших прошлой ночью. Такая достаточно картина. И сразу я вот замечаю, это такой не мейнстримовый, но многие думающие люди вот как бы видят эту связь. Вот я вот с этого хочу начать. Видят связь между тем, что как только что-то крутится, закручивается, впервые человек 7 лет у власти, находящийся плечом к плечу, как говорится, попка к попке с Зеленским, начинавший с ним, Федоров, говорит, а выборы нужно. Правда, там непонятно какие, ну, выборы, да, Рада говорит, там все купленные, все там друг друга. Ну и, собственно, скандал, это тоже обыски НАБУ тоже это подтверждают. Столара, который за рубежом, да, принимают ровно потому, что он открыто, ну, это не секрет Полишинеля, контролируют какую-то группу. Короче, все было вот под голосование вчерашнее утверждение Хмары и Сибиги. В общем-то, состряпано, это все понятно, да, потому что хотели бы, можно было днем раньше, днем позже, хотя вот записи свежие у набушников. Так вот, как только начинает что-то закручиваться, болезненное для Зеленского, все-таки сбитая Мудрая, это серьезно, это там душеприказчица, она же боевая подруга Зеленского. Как тут сразу у нас начинаются жертвы, удары, и, собственно, вот эта вот волна политическая перекрывается войной обстрелов, трагедий и кошмара. И многие улавливают связь, и даже некоторые там высказываются в сердцах, ах, вот видишь ты, Путин такой-сякой, да, вот не даешь и нормально помайданить, а так бы, может, сейчас бы как бы и выкрутилось на то, что Зеленского подвинуть, нормальную какую-то адекватную плюс-минус власть, и, может, есть шанс договориться. Что вы думаете по поводу этого? И на самом деле, ведь это же очередной, ну, вот такой повод заявить, что как бы война отдельно, вот эта вся власть, назначенцы, это вообще отдельно. То есть люди где-то вообще, скажем так, под лавкой и терпят, с одной стороны, вот эти потрясения на Банковой и вокруг Банковой, с другой стороны, обстрелы, удары и продолжающуюся, не заканчивающуюся войну. Я хочу сразу выразить свои соболезнования семьям погибших в Киеве и других городах, если таковые тоже и есть. Это трагедия всегда. Для меня это личная трагедия, когда мирные жители гибнут в этой войне. И это в очередной раз доказывает, что пора садиться за мирный стол переговоров, пора заканчивать эту войну. Это то, что я не устану повторять, потому что эти люди, они родились не для того, чтобы погибнуть под завалами, либо еще при каких-то обстоятельствах, да. И политикам стоит на это обращать внимание и не смотреть на своих граждан просто как на статистику. Это что касается трагических событий в городе Киев. Что касается конспирологических версий, что когда начинаются какие-то телодвижения вокруг Зеленского, Россия сразу начинает обстрелы, я не сторонник таких версий, я в это не верю, потому что Россия эти обстрелы проводит гораздо чаще, чем какие-то телодвижения вокруг Зеленского начинаются. И масштабнейшее разрушение происходит не только во времена политических потрясений, то есть куда долетает, там есть эти разрушения. Мы видим, что уже не публикуются данные о сбитых
летательных аппаратах на территории Украины, да, мы видим, что проблемы с ПВО, они достигают уже пиковой отметки, что бы там кто ни рассказывал. Действительно, этот дефицит, он сказывается, и видно по количеству прилетов и по количеству достижения целей. Это отдельная тема для разговора, но, в общем, я хочу сразу отметить, что я не сторонник версий, при которых есть какой-то сговор, и этот сговор, он, значит, осуществляется, когда Зеленскому надо, он звонит, условно говоря, в Генштаб Российской Федерации и просит ударить. Нет, я в это не верю. Для меня это не имеет ничего общего с действительностью, но я считаю, что существует определенного рода гарантии, вот, при которых ни Зеленский, ни чиновники высшего эшелона не подвергаются опасности. Да? Вот в этой парадигме, да, можно обсуждать, и очень много и прямых, и косвенных факторов указывают на то, что гарантии существуют. Ну, можно вернуться там, к заезженной фразе, да, Нафтали Беннета о том, что ему Путин пообещал не трогать Зеленского, а можно отбросить какие-то заявления там, израильских политиков и либо каких-либо других и просто посмотреть на факт. Да? А факт налицо. Потураев вот говорит, мы хотим переехать с Верховной Рады в какое-то другое место, потому что обстрелы усиливаются, проблемы с ПВО, и мы под угрозой. Но мне хочется сказать и Потураеву, и всем остальным, если бы стояли у Российской Федерации эти задачи бить по Верховной Раде, так вы там собираетесь и в онлайн-режиме проводите трансляции, голосования, выкладываете фотографии, геолокации. Вот все эти 300 с чем-то человек под стеклянным, еще раз скажу, под стеклянным куполом, да, и если бы стояли задачи, не было бы каких-то гарантий, о которых мы не знаем, и никогда ну когда-то, возможно, рассекретят документы, узнаем, то, наверное, туда бы прилетело уже. Поэтому переезжать, уходить опять на каникулы до сентября, потому что воздушная тревога. Я прочитал эту новость, и, честно говоря, не до конца понял. А воздушная тревога как? Она сегодня началась и до 1 сентября будет длиться? Или как? Не заканчиваясь? Что они опять на каникулы уходят? Но для народа Украины пусть лучше они будут на каникулах, чем они голосуют и принимают какие-то законы, потому что пользы от них уж точно нет, а вреда очень много. Поэтому если бы стояли задачи у воюющих сторон, да, бить по таким центрам, то возможности и средства доставки имеются. И мы это увидели по военным объектам, да, мы это увидели по заявлениям европейских и американских военных насчет там гиперзвукового вооружения. Я его не рекламирую, я просто говорю, что когда военный объект нужно, чтобы доставить эту ракету, они ее доставляют. А Верховная Рада, да, все ее координаты известны, стеклянный купол над головой. И если бы такая задача стояла, то когда в онлайн-режиме Леша Гончаренко или кто там, Марьяна Безуглая постит заседание парламента, туда бы, наверное, прилетело. Но так как туда не прилетает, то и переселяться им никуда не надо. Ни по Тураеву, никому другому. То есть существует определенный, я так понимаю, негласный, да, консенсус, что есть места, куда они бьют. Вы знаете, Почему? по поводу Рады я хотел добавить. Здесь же, ну, опять-таки, я уже это говорил, там и вчера, и сегодня. Ну, сегодня просто все досмотрели там разные пабрики. Это вчера еще появилась эта цитата. Был такой, ну, есть такой депутат. Его когда-то считали там бухгалтером Медведчука. Ну, из ОПЗЖ. Сейчас они как-то по-другому называются. За мир там и так далее. Бывший ОПЗЖшник, который остался в Раде, в группе вот это Бойко, вот с ними, да, вот остатками, да, так сказать, вот той политической силы. Он пришел на эфир и, как бы извинившись, сказал, ну, а что, мы, депутаты, чем можем помочь? Мы можем помочь украинцам только тем, чтобы им было немного комфортнее гореть в аду. Ну, то есть, и как бы это было сказано вчера до обстрелов, а вот сегодня как бы после обстрелов приобрело определенный другой смысл. Ну, то есть еще более проявленная вот это была метафора, конечно, ужасающая. И так посмотришь на депутатов, ну, они делают так, чтобы было комфортнее гореть в аду. Голосуют за Хмару, голосуют за Сибигу, конституционным большинством за Сахмару голосуют. То есть, смотрите,
Есть же там вопросы легитимности Зеленского, вопросы легитимности той же Рады, они есть. Но можно же конституционным большинством проголосовать там вот эту преамбулу, которая является, ну, каким-то, да, раздражителем, которая там какие-то другие вещи проголосовать, которые хотя бы будут сбавлять вот этот ход. Но у нас все наоборот. А Рада помогает украинцам комфортнее в аду гореть. Речь идет о нашем с вами знакомом Александре Колтуновиче. Да, и я, и вы его знаете. Я, честно говоря, вчера, когда сначала прочитал, а потом решил пересмотреть, подумал, что, возможно, фейк какой-то, да, и пересмотрел и прослушал его заявление, я, мягко говоря, опешил. Вот, казалось бы, когда я его знал, он вроде дебилом не был. Но такие заявления, которые он сделал, это, ну, тянет на какое-то умопомрачение. Честно говоря, я ощутил испанский стыд. О чем думают народные депутаты, когда заявляют такие вещи? Не знаю, может быть, голову скружило нахождение при власти уже 8-й год, да? Может быть, давление со стороны службы безопасности и остальных органов. Ведь сейчас не секрет. Народный депутат Украины – это кнопка. Когда-то Геннадий Кернес, да, говорил по отношению к депутатам городского совета: вот, ты кнопка. Так вот, в парламенте это конкретная кнопка, человек безвольный. Я сейчас не про Колтуновича, а про совокупного депутата говорю. Человек безвольный, человек бесправный и человек без возможности принимать какие-то решения и влиять. Это статисты. И вот Человек эти даже уйти не может. Вчера такой эпизод правильно, был. да. Стефанчук говорит, там 2 депутата попросились когти рвать, а он говорит, не-не-не, войти проще, чем уйти. Слушайте, так Да. это мафия. Да. Вход рубль, выход 10. А что вы хотели? Но действительно, войти в этот парламент было очень просто и очень легко. Места продавались, предлагались, и причем стоили они копеечных денег. У меня были знакомые, был один околополитический решала, царство ему небесное. С ним очень плохо поступила действующая власть. Он умер в СИЗО. Не буду называть сейчас фамилии и имена. Значит, он мне тогда рассказывал, что некоторые депутаты и за 5, и за 10 тысяч долларов место покупали. Представляете, в «Слуге народа». Вот. Это очень, смешные деньги для такой должности. Сейчас, по словам Саши Качуры, 150 тысяч долларов стоит должность областного главы ТЦК. Вот, а депутат тогда за 10 мог, за 20 кто-то заходил, кто чуть пожирнее или мажоритарщик, что больше прав и свобод было, тот за полтос или за 100 заходил, да, друзья, то есть места продавались, 19 год, это просто был клондай для тех, кто и был никем, условно говоря, продав корову, козу, десь хатинку продав, то всім селом скинулися и выбрали своего депутата, потому что голосовали просто за кого угодно, лишь бы был бренд «Слуга народа». Зробимо их разум. Такой у них лозунг. А сейчас эти персонажи, которые влипли, что они сейчас не имеют денег в конверте, которые раньше были, и были в довольно-таки немалом количестве. Вот, практически каждый ходит под уголовным преследованием, особенно из тех, которые там в ОПЗЖ раньше находились, да, это же посмотрите, как они голосуют. Мне кажется, они круче голосуют, чем фракция Зеленского, и они будут так голосовать, потому что эти люди сделали свой выбор. Им дороже их недвижимость, им дороже их какой-то бизнес, вот, чем политическая позиция. Вот они остались при власти, стали вспомогательной фракцией. Но их никто не уполномачивал глупости говорить. Но мне кажется, это влияние уже атмосферы, да, вот если ты 8 лет находишься в дурдоме, то, наверное, ты тоже кукухой где-то ехать начинаешь и делаешь подобное заявление. Когда-то один из депутатов ОПЗЖ, то ли на канале News One или на 112 там подловил Женю Брагара, депутата из «Слуги народа». Но это было смешно. В эфире, значит, Александр Сталиноленович, значит, в эфире его подловил, когда тут собаку продавал. Комично же было. И он, когда вышел, он ему сказал, говорит, звони маме, теперь ты звезда. Он действительно стал звездой. Я просто этот момент в коридоре наблюдал, и тогда еще не понял, почему Брагар
уходил с красным лицом со студии, но когда пересмотрел, я понял. Он тогда предложил продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Казалось бы, от депутатов с фракции ОПЗЖ такой дичи, ну, вроде как тяжело было услышать. Но, оказывается, можно. Вот Колтунович, он бьет рекорды. Мне кажется, они тоже может маме звонить и говорить, что он звезда теперь. Но что касается депутатских фракций, и вообще парламента, выборов, да, вы эту тему тоже затронули, то, что заявил Федоров, да, вот эти вот требования. Мне так всегда интересно наблюдать за ребятами, которые были у кормушки, вы сказали, там, плечом к плечу, я считаю, губами к ботинку, да, он был прикован Зеленского, потому что когда Зеленский пришел к власти и потянул за собой Федорова и всех остальных, они были никем. Причем я сейчас не с точки зрения там высокомерия, да, говорю, или нет, у меня к ним совершенно ровные отношения, они должны ответить по закону, не более того. Но когда Федоров приходил в команду Зеленского, он не был великим айтишником, отечественным Илоном Маском или Павлом Дуровым. Да? Он был просто... У человека была там фирма по СММ. СММ – это продвижение сайтов, да, или соцсетей в интернете, не более того, продвижение. То есть он даже не создавал какой-то продукт. Но ему создали хороший имидж, ему создали образ. Сказали, что он цифровизацию провел, что он Дию создал. Опять создал не он, а создали айтишники, которые были наняты. То есть, ну, это не суть дела. Я сейчас не пытаюсь там сказать, что он какой-то там плохой специалист. Я его вообще специалистом не считаю. Дело не в этом. Дело в том, что он благодаря Зеленскому достиг того уровня, на котором он находился. И вот этот парень в 35 лет становится министром обороны воюющего государства. Для меня, честно говоря, очень странным всегда выглядит история, когда во время войны ноунеймы, люди, которые, да, никогда не были ни военными, ни топ-менеджерами, не управляли такими системами, особенно там в кризисные периоды, борются за должность кресла премьер-министра. То был Резников, персонаж дичайшего характера, убежал там на яйцах, на бушлатах наворовал и где-то на митингах в Израиле потом всплыл. После этого был Рустам Умеров, высочайшего класса специалист, засветился до своей должности видео с огурцами, да, я думаю, все это видео помнят. Забыли, назначили министром. Федорова назначили, тоже высококлассный специалист. И они все борются за эту должность. Я хочу сказать, что эта должность во время войны в нормальном государстве это практически расстрельная должность. Там нет права на ошибку. Должность министра обороны воюющего государства. И здравомыслящий человек с нормальной самооценкой, с наличием совести и чести, он 10 раз подумает, согласится ли на эту должность или нет. Живой пример. Недавно биографию Георгия Константиновича Жукова перечитывал. И, значит, он когда закончил там, условно говоря, обучение, работал, ему предложили поступить в школу прапорщиков, да, чтобы стать практически офицером. У него была такая возможность. Человек отказывается идти в эту школу, говорит, я недостоин, и идет на войну рядовым. То есть и там уже добывает себе георгиевские кресты, звания и прочее. Да? Но потом революция, в общем, и потом уже Красная Армия. И этот человек высочайшего класса специалист, гений, да, стратегии и тактики, благодаря которому, одному из которых мы победили нацистскую Германию в 20 веке. Вот подход человека, который оценивает свои силы. А тут пацан, который поверил в себя, он министр обороны, а теперь он вызов бросает Зеленского. Ну, объективно люди борются за потоки. По-другому это не назовешь, потому что он не идет в Министерство обороны и не ходил он туда ради того, чтобы поднять армию, либо победить в войне. Нет, они прекрасно понимают, что ты сидишь на распределении. И мне еще всегда так удивляет, когда отставники, которых отодвинули от кормушки, у них такое чувство справедливости обостряется. Он замечает, что нет в Украине демократии, оказывается, на 8-й год власти Зеленского. Надо выборы. А что ж ты полгода назад этого не замечал? Что-то изменилось, да, полгода назад и сейчас, кроме того, что ты должность потерял. В смысле государства, демократии, выборов. С 24 года Зеленский нелегитимный при власти. То есть он ничем не регламентирован, его срок дальнейший.
И Федоров об этом ничего не говорил. А как только его отодвинули, у него сразу обострилось чувство справедливости. И сразу он записал видео, на котором сказал, що потрібні вибори. Ну вот так. Пусть люди думают, да, что это за персонаж. Вообще, конечно, если так говорить об украинской власти, то, простите, но как-то все гаденько, гаденько. Ситуация с пленками НАБУ, свежими пленками НАБУ, опять-таки, они... Тут очень важно. Это все происходит вот в июне. Более того, сегодня сообщают, что во время задержания, обыска, да, задержания не было, выходит Мудрая и говорит, что вот мы там со всеми сотрудничаем, все такие очень набрасывают белое пальто и говорят, да, это правоохранители, все нормально, то есть, мы вот содействуем следствию, надо разобраться. Идут по пути Ермака. Хотя на пленках мы слышим эту Мудрую, которая говорит, что Ермака догнали, которая говорит, что с Миндичем, израильским беженцем, продолжают общаться, хоть он под санкциями Зеленского на 3 года, которая основная проблема у вот этого, этой операции, да, они же вытаскивали Галущенко. Вытаскивали. И нужно было там, чтобы система легла, было окошко, чтобы пройти через финмониторинг, провести вот эту сумму 150 миллионов. Там они скидывались по 50 миллионов. Это все как бы в мешках денег. У них было тяжело им посчитать, потому что тяжелые мешки, а тут еще охрана ГУР. И это же Мудрая как говорит, если переизберется Клименко, САП, да, прокуратура антикоррупционная, еще на 7 лет, то нам всем звезда, понимаете? То есть, причем говорит на чисто русском языке, да, вот как бы уроженка Львова, Кембридж, стажировка, Лондон, точно вербанули в Ми-6, то есть тут понятно, но как бы все нормально у нее, все хорошо с языком, все хорошо. Я хочу, чтобы эту ситуацию, вот вы прокомментировали в каком ключе? Судя по голосованию и о том, как... мы еще посмотрим, может, еще рано говорить, но судя по сливу Стерненко, Картонок, да, судя по этому всему процессу, Зеленский победил, соответственно, этот удар НАБУ по подруге Мудрой, не имел такой силы. Не имел такой силы. Гораздо более как в 25-м году в конце Ермака сбивали. Вот это была история. А это как бы такая, тем более что тут, это они на залог собирали. Хотя если вот вчитаться в тексты, вслушаться в аудиозаписи опубликованные, волосы дыбом на голове, это все напрямую согласовывалось с руководителем Мудрой. Будановым, что ли? Александр. Будановым. Вот. Буданову так вот честь отдает. Это генерал, человек армейский. Вот так вот честь отдает. Руководитель. И вот так вот, да, как Буданов отдает честь, в принципе, в Украине все и происходит. Так честь отдают, так кадров подбирают, так страной руководят, так армией руководят, так проблемы решают, да. Только бабки делят более качественно, да, и более по-хитрому. Я когда смотрю на всех этих мудрых, Зеленских, Будановых и прочих, которые все замешаны в этих коррупционных скандалах, кто еще не верит в это, пройдет пару лет, будет удивление. У меня в голове возникает вот такая мысль, вот как это все проанализировать. Что бы на это сказал товарищ Сталин, да, условно говоря, как бы он поступил в этой ситуации с этими людьми. Я думаю, говорить бессмысленно, да, ту фразу с отчетливым грузинским акцентом. На ять заканчивается, да, чтобы он с ними всеми сделал. По сути, эти люди – это отпетые коррупционеры, на которых клейма негде ставить. Это Мудрая, да, или еще кто-то. Вы правильно подметили, вот как они манипулируют вообще обществом, как они вбрасывают то Кости Мельника, то останки этого Коновальца, то украинскую мову, да, то еще что-то, то за музыку русскую они там людей преследуют, начинают всех прессовать, запрещают в магазинах общаться на русском языке, вывески, прочее, везде тотально повально украинизация происходит, то есть везде такой патриотизм, что прямо этим патриотизмом можно дыры
в экономике латать. А сами, да, когда камеры, ну, они так считают, камеры выключены, диктофонов как будто нет, они, вы правильно подметили, говорят на чисто русском языке, причем без акцента, да, то И есть по без фене. ударения. И по Ну, по фене. фене, ну, по фене то должность обязывает, то надо, по-другому никак. В таких кругах без фени долго не протянешь, да, особенно когда там инвесторы и застройщики такого калибра, как есть, которые фигурируют в этой теме. В общем, ну, я вот хочу просто, чтобы каждый украинец, который услышит, да, заявление, как они общаются, помнили, ребята, вас так разводят, вас просто не уважают, вам вбрасывают идеологическую повестку, чтобы вы друг друга грызли, пока эти люди грызут украинский бюджет. Она же прямо там говорит. Есть там персонаж, который хихихаха коррупцию возглавить. Она говорит, не возглавить, контролировать нужно, контролировать. Так говорит мой начальник. Кто ее начальник? Как думаете, кто-то говорит? Ну-ка, Володя так говорит. Друзья, давайте не будем кривить душой. Но НАБУ об этом не скажет. Потому что во всех пленках НАБУ везде фигурирует Володя, да, ну кто такой Володя? Понятия никто не имеет. Что это за Володя? А давайте ж подумаем, кто это может быть? Кто у них начальник всех начальников? НАБУ говорит, нет. Это все Ермак, это какая-то мудрая. Я хочу спросить у наших зрителей, вот так руку на сердце положите. Вы еще месяц назад слышали фамилию Мудрая? Ну, помимо там Ярослава Мудрого, да, и прочее. Вот эту тетю вы знали? Я думаю, никто не знал. И тут она фигурирует. То есть это, да, это менеджер офиса президента, но это, вы правильно подметили, человек там третьей, четвертой руки. То есть это не первые лица окружения Зеленского. Он ее пережует, выплюнет и забудет. У него таких мудрых, да, в запасе стоит еще очень много. Поэтому сейчас эту женщину легко сольют. Но я вас уверяю, даже эта женщина не будет сидеть. Она проведет, возможно, месяц, может, 2, может, 3, в зависимости от ее важности в СИЗО. Герман провел сколько? 3 месяца в СИЗО. Германа выпустили, кстати, благодаря мудрой этому Сенсбанку, МКТСЮ, да, и прочим персонажам, которые там фигурировали. Выпустили этого персонажа. И всех остальных выпустили. И тут у меня вопрос возникает к НАБУ. А чё вы на зеркало пеняете, коль у самих рожи-то кривые? Потому что НАБУ как орган... Сейчас давайте отойдем, что это орган параллельной юстиции, создан американцами, чтобы контролировать коррупцию, чтобы дергать за рычаги. Это мы все знаем и миллион раз обсуждали. Давайте с классической точки зрения посмотрим, да, вот как бы с фланга зайдем. Вот НАБУ – это орган в государстве Украины, цель которого декларируемая цель, а не реальная, да, это борьба с коррупцией. То есть вы фиксируете коррупцию в высших эшелонах власти на уровне офиса президента, на уровне министерств и депутатов. Вы это все фиксируете, обладаете этой информацией. Чего вы в ход ее не пускаете? Почему вы ее не пускаете в ход? Почему вы обнародуете только часть пленок, а не все пленки? На каких законных основаниях вы это делаете? А я вам скажу, это превышение служебных полномочий. В данном случае НАБУ, потому что используется это для политических торгов. Мы немножко вам покажем, а дальше, если вы с нами не договоритесь, с нашими хозяевами, с нашими структурами, то мы выкатим больше. А простите, а где вот такие торги, да, и понятийная распасовка прописана и регламентирована законом Украины? Такого не существует. Соответственно, НАБУ поступают ровно так же, как поступают коррупционеры в офисе президента и в других государственных учреждениях, потому что они превышают свои служебные полномочия. Ты не можешь, как следователь, придержать дело, потому что тебе надо договориться или твоему начальнику. За это сразу должна приезжать прокуратура и нахлобучивать их. Но это не происходит, потому что прокуратура тоже в теме, тоже в доле. И мы сейчас видим, как пауки в банке грызутся между собой за потоки денежные и за назначение на те или иные должности, что в конце концов в итоге тоже конвертируется в бабки. Просто в бабки и вывод этих бабок. И вот 2 Украины. Одна Украина, там, где ТЦКшник в Одессе пацана молодого избивает, а другая, или там людей вообще жизни лишает, война
15 человек уже погибших в Киеве среди гражданского населения, пока мы с вами общаемся. Вот у меня новости тоже бегут. Вот 15 человек погибло уже на данный момент. Вот. А с другой стороны, мудрые всякие там кривоносы или как его там Клименки делят потоки и думают, это наш пацан или не наш. Вот реальность. Но такая Украина с такой властью, да, рано или поздно столкнется с другой Украиной. Ну, в смысле, с другой, которая человеческая, которая со страданиями, да, не с той, которая Медведчука. Я говорю о человеческой Украине, которая сейчас находится под прессингом, да, этих людей. Вот, и это столкновение может привести к большим-большим проблемам для этих коррупционеров и этих негодяев. Ну, уже сталкивается там через ТЦК, да, вот вы пацана этого вспомнили, 13-летнего. Так извинились перед ним, все, дело закрыто, понимаете? А то, что там на следующий день в Крапивницком женщина на коленях, женщина на коленях перед ними, понимаете? Ну, а что дальше они будут делать? Ну, вот что они будут делать дальше? Ну, как бы... шкуры срывать, да, волосы на мыло варить. То есть, ну, какая-то очень тяжелая сейчас атмосфера. Причем об этом все как-то так вот... Они вот использовали эту тему, когда Федорова нужно было картонки пропихнуть, да, вот это. Он же как говорил, будут воевать роботы, будут там еще чего-то, вот это вот все. Они использовали эту тему ТЦК. Ну, в общем, дело дальше никуда не пошло, и, в общем, и заглохли, да, ТЦК как ловит, так и ловит. Вот они использовали тему выборов, да, вот типа выборы нужны. Ничего страшного, вот в Reuters подалека спросили, опубликовали, что, все это небезопасно, нельзя выборы. Ну, тоже не прокатило, ну и дальше. Но у меня возникает главный вопрос. Так ворон ворону глаз не выклюет? Вы вот к этому приводили аргументы выше? Или все-таки Зеленскому что-то угрожает? Что Зеленскому угрожает, не знаю. Так это чрезмерный вес и отсутствие карманов для того, чтобы наличку возить с Украины. Вот что ему сейчас угрожает. Как мы с вами наблюдаем, уже 5-й год войны Зеленскому реально ничего не угрожает. Зеленский публично выступает и говорит, что война закончится, и я уеду с семьей на своем море. Да? Что в своем море? Это какое, блин? То есть у него настолько много денег, что он себе уже море смог прикупить. То есть вот какой человечек интересный характера, да? Но если серьезно, друзья, ну, он с полной уверенностью об этом говорит. Соответственно, ему это гарантировали, ему пообещали, что у тебя такая возможность будет. Поэтому Зеленскому, я уверен, ничего не угрожает. Угрожает его окружение. Потому что Зеленский удобная фигура, ну зачем его менять на кого-то? Ну, кого он не устраивает, его поднажмем, где-то ему руки скрутим, где-то надавим через ФБР, либо ЦРУ, либо другие организации. Ну и он сделает то, что нам надо. Вопрос только, нам это сейчас надо или потом. Да, там британцы еще подавливают. Борьба идет между британцами и американцами за позиции внутри там власти Зеленского. Но объективно, если у тебя идет борьба между двумя структурами, да, и она отображается на каких-то фигурах с малой субъектностью и с малой возможностью принятия решений, то, наверное, тебе нужно бороться со структурой, а не с фигурой. Потому что ты фигуру поменяешь, придет другая структура, выкатит ему те же предложения, либо требования, он тоже согласится. Поэтому я не вижу логики и смысла для тех, которые руководят процессом, менять Зеленского. Менять клерков, да, потому что потоки денежные все-таки серьезные. И эти потоки нужно соблюдать, между ними баланс. А чтобы поменять Зеленского, ну, давайте поменяем его на Залужного. А что изменится? Нифига не поменяется. А на Федорова, если поменяем, тоже ничего не поменяется. Если говорить реально, да, о смене власти, то это действительно транзит, временное правительство и выборы. Я в этом смысле тоже не вижу никаких других вариантов, да, кроме такого. А для этого, чтобы такое произошло, должен быть компромисс и консенсус между геополитическими игроками и желание формировать. И только в таком случае, когда будет достигнуто это желание, тогда будут введены определенные механизмы. И эти механизмы должны будут обеспечить проведение выборов как внутри Украины, так и за ее границами, с соблюдением прав всех граждан страны. Обстрелы и страдания украинцев приближают это желание геополитическим игрокам? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вообще
А те, которые играют в эту партию, они играют в шахматы, друзья. То есть они не обладают, да, нравится это кому-то или не нравится, эмпатией, да, состраданием или переживанием. Лидеры на таком уровне, они смотрят на мир как на шахматную доску. Это нужно уже понять. Особенности, если смерти и страдания происходят в третьей стране, которая является плацдармом для решения всех этих вопросов. Вот в чем нюанс. Ну, не болит у Трампа сердце за украинцев. Сколько бы он там ни говорил, да, сидя у себя в Белом доме, попивая там чаек с травами, да, или что он там уже 80 лет употребляет. В общем, он может сколько угодно рассказывать. 25 тысяч человек гибнет ежемесячно. Нам нужно остановить эту войну. Это горе и трагедия. Он это говорит с улыбкой. Он президент Соединенных Штатов Америки. Он говорит, да мы вообще находимся за океаном. Вы не забыли? Там европейцы, когда европейцы ныть начинают, что а вдруг война с Россией начнется. Он говорит, начнется, ваши проблемы будут. Нас это не колышет. То есть такого уровня лидеров интересуют глобальные перспективы их систем, их государств и их кланов, не более того. Сколько при этом людей погибнет в третьей стране, для них это исключительно статистика. И так было всегда. То есть это не значит, что, условно говоря, сейчас какие-то неправильные лидеры геополитических стран. Это было в 20 веке, это было и раньше. Да? Если кто-то думает, что там 150 лет назад как-то по-другому они мир воспринимали, нет, ровным счетом одинаково. Это люди особого типа мышления. То есть они мыслят стратегиями и концепциями, не мыслят страданиями людей. Это нам, это больно, важно смотреть за этим, чтобы это прекратилось. Для них это все по-другому. А Зеленский в это число не входит. Зеленский мыслит клептократическими идеями, как бы ему с кармана побольше стырить. А для этого он готов не обращать внимания на эту статистику, либо же ему уже наплевать давно, хотя, может быть, с самого начала было наплевать. Я его лично не знаю, но я когда смотрю, как его жена, улыбаясь, говорит, что это самый тяжелый период в их жизни и не может сдержать улыбку, для меня это о многом говорит. Я, конечно, не физиогномист, но, тем не менее, улыбка при таких словах у психологически зрелого, душевно здорового человека не может возникать. Это значит, что им плевать. И они на это смотрят как, наоборот, на возможность. Как раньше говорили, да, для кого-то кризис – это трагедия, потеря денег, а для кого-то возможности. Только в данном случае речь идет не об экономическом кризисе, хотя он тоже с 2018 года длится по сей день, он не закончился. Речь идет сейчас о военном кризисе, да, о человеческих жертвах и человеческих потерях. Но Зеленский об этом заботиться не будет. А геополитические игроки так помимо. Ну, опять-таки, тут же всему есть, у всего есть предел прочности. Вот нам сейчас рассказывают, хотя тоже, вот понимаете, вот эта вся история с НАБУ, там же вскрылась очень интересная. А, Был такой портал, темник.орг, да, это при Кучме, когда темники рассылали посредством массовой информации, это была Кучма, администрация Медведчука. И вот там все темники, как надо чего освещать. Слушайте, ну сейчас чуть-чуть в более изощренном формате, это, конечно, они сейчас выглядят несовременными, детьми в кедах по сравнению с тем порталом, но по большому счету это же есть и сейчас. Вот опять-таки, тут тоже очень интересный момент. Там описано телевидение, эти каналы, телеграм-каналы, ломы, эксперты, страницы депутатов, Facebook личные. И вот я когда попала мне это, ну, опубличилась эта информация, а там просто фотографии, концепции, да, как вот поменять. Они хотят реформировать НАБУ под себя, подмять НАБУ под себя, то есть забрать, ну, оставить. Американцев, короче, обдурить, ну, западников. В каком плане? Что вот, смотрите, мы реформируем, но это вот, это процесс такой, там, очистки, вот это все правильно, и тут ломов снарядили, средства массовой информации, за мзду малую публикации в западной прессе, это вот как пить дать, хочешь Политико, хочешь Нью-Йорк Таймс, то есть нормально. То есть как они хотят забирать вот эти органы под себя? И там все четко расписано. А я вот сейчас беру, вот так, я же понимаю, что вот эти там 3 странички сфотографированных, они есть, ну, непосредственно и по другим темам. Вот нам сейчас выходят и говорят, вот эти же ломы, там директоры каких-то агентств по восстановлению говорят, сейчас Россия будет уничтожать водоканалы.
Ну, то есть гуманитарная катастрофа будет. В Киеве, там, в других городах. Вот сейчас будет вот то делать, сейчас будет вот то. Я вот думаю, ну, это не темник? Кулеба, который говорит, что ну да, выборы, конечно, это плохо, но отсутствие выборов еще хуже. Ну, вот эти вот вещи. А это темник или не темник? И ты немножко, когда сверяешься с телемарафонами и всякой такой историей, понимаешь, что вот этот ад, который они декларируют. Сейчас, кстати, вернули уже эти обстрелы, сколько ракет попало, сколько ракет не попало. Ну как, побыли, потом поняли, что, ой, нет, это, наверное, проблема. И вернули опять там. Опять, может, не все говорят, понятно, что не все говорят, но тем не менее. Люди вообще давно видят, что не все говорят, потому что у них прилетает конкретно там, в той же Киевской области рядом с домом, и они примерно даже понимают, куда прилетает и что там находится. Но, конечно же, победил Путин склад Форы с продуктами, да, ну, супермаркета, ну, конечно, там, или там какой-нибудь там, не знаю, там, чипсы или сухарики, да, с Procter Gamble. Но дело не в этом. А зачем этот нарратив, что сейчас нас размотают, разбомбят, Гетманцев выходит, кричит, вот, беда, бизнеса не будет. Ну, чтоб денег просить больше. А куда эти деньги? Если склада нет, если продукты не завозятся или завозятся со скрипом или труднее, ну ты же деньги в тарелку не положишь, ты же деньги в пушку не зарядишь, чтобы куда-то там выстрелить, отбиваясь от продвижения российской армии. То есть тут тоже какая-то очень специфическая логика вот этой истерики, особенно, ну вот когда тут там через 1,5 недели условно осень. Ну, существует определенная технология. В данном случае, когда нагнетают панику и истерику, это тоже технологический метод воздействия на общество для того, чтобы сказать, что вот мы стоим на грани, на краю, и сейчас произойдет колоссальная трагедия, но потом появится «но». Это следующий тезис будет. Пока его еще не продвигают, сначала нужно жути нагнать. Но великий и ужасный и умнейший, да, можно поставить любую фамилию, Зеленский, Федоров, ну, кто кому больше нравится, нашел этому решение. Вот нашел этому решение, и только благодаря ему мы выстояли. Вы понимаете, на какой грани мы стояли? Мы просто над пропастью стояли, вот катастрофа должна была начаться. И к этой катастрофе нагнетают, и потом Супермен появляется, который решает, и люди говорят, боже, слава богу, ну, если бы не он, мы все же понимаем, что было бы, да, а он нас спас. Это манипуляция общественным сознанием. Все эти темники, они работают именно таким образом. Кто не знает, действительно, есть целые пулы политических экспертов, журналистов, политиков, да, депутатов, которым рассылается определенный тезис. И если вы слышите на 10 каналах или страницах одно и то же с разных уст, то знаете, это заказ. То есть это заказали, этот тезис разослали. Потом этот тезис, когда уже не меряют же социологи, начинают мерить уровень, да, проникновения этой информации в умы людей, как люди на это реагируют. Когда доходят до определенной точки, до пиковости, они вбрасывают следующий тезис, тоже через подконтрольную сетку ломов. Ломы, кто не знает, это лидеры общественного мнения. То есть через них вбрасывают. Вот. И тогда формируется это общественное мнение, потому что люди склонны доверять авторитетным источникам. Для каждого для каждого человека есть там какое-то предпочтение среди публичных людей. Он их слушает, если этот человек что-то говорит, соответственно, я склонен ему верить. То есть так это работает. Нравится это кому-то или не нравится, но это работало и в 20 веке, так просто не было таких технологий. Да? Сейчас эти технологии более развиты с учетом интернет-века, да, и так работать гораздо легче и проще. То есть сейчас для политических сил не нужно уже покупать или строить телевизионные каналы. Им достаточно просто обладать выходом на людей, которые имеют большие аудитории. И все, не более того. И в Украине эту тему используют. Да не только по всему миру ее используют. И то, что вы подметили, почему этот тезис и темник запускается, чтобы потом создать еще один тезис, что тот человек, которого озвучат, да, в данном случае, я говорю, это может быть или Зеленский, или еще кто-то, и вот решил ваши проблемы. И если бы не он, то все бы погибли, и все пропало бы, да, а благодаря ему мы выстояли. Бо він не втік, бо він потужний, бо він там еще какой-то. Но
опять-таки, сейчас, вот еще там в 22 году это работало на ура, просто шикарно работало. Люди находились в панике, им предлагали решение, и те, которые это решение предлагали, да, даже не решая, просто предлагали, дальше предложений ничего не заходило. Эти люди набирали популярность и становились неким центром притяжения общественного мнения. Сейчас это уже не работает. Я же говорю, есть две реальности, есть две Украины. Есть Украина Зеленского и Украина людей. Эти две Украины живут ну, просто в параллельной вселенной, вот вообще в параллельной, они не пересекаются. И это проблема, кстати, многих авторитарных или тоталитарных режимов и систем, которые уж слишком далекими от народа становятся. Они теряются. Им кажется, Зеленскому кажется, что есть одна Украина. Вот это его, которую создают лидеры общественного мнения, которую создает телемарафон, да, о котором Миша Подоляк недавно сказал, о чем он свою функцию выполняет. Шикарная вещь, он работает. Сколько там процентов? Один хотя бы смотрит эту дичь. Мне кажется, даже 1% уже нет. Но Долго? они живут в этой реальности. А долго работает Подоляк, да? Ну, со времен Януковича. Очень долго работает. Я хочу напомнить, что этот герой и при Януковиче работал. Потом он говорил, что он политтехнолог. Ни одной, правда, выигранной кампании политической не было. Ну вот, но, тем не менее, могет парень, молодец, нашел свое место. А таких персонажей много в окружении Зеленского. Нашли свои места, которые в конкурентной борьбе они просто не выдерживали, да, ни малейшего соприкосновения с другими людьми этой профессии. Они рассыпались в пух и прах. Достаточно только дискуссий на альтернативных каналах, которые они потом закрыли. Ну, это ж, вы же это видели, я это видел. Это комедия была. Это же не депутаты и не лидеры общественного мнения. Ни два слова без ошибки связать не могли. Но сейчас они ого-го. А знаете почему ого-го? Потому что альтернативы нет. Потому что все остальные за границами, да, выдавили, посадили, жизни лишили, уголовное преследование, санкции поводили, все. Ты там лишний, тебя там быть не должно. Здесь у нас правит Миша Подоляк, здесь у нас правит там еще какой-то персонаж. Вот слушайте Никитку Потураева, и все будет хорошо. Но людей уже тошнит от них. В этом вся суть. И здесь страшная для них грань перейдена, что они потеряли связь с реальностью. Я же говорю, что эти две Украины, они мчатся, да, уже на одинаковой скорости друг на друга, а дальше столкновение. Вы говорите, что все разрешится геополитически. Песков выходит и делает заявление о том, что никакого оптимизма нет, позиция Киева, мол, такая, все, короче, Витков, Кушнер непонятно, когда приедут. То есть абсолютный какой-то штиль на вот этом переговорном треке. Хорошо, так а что там с геополитическими раскладами? Тут Трамп говорит, обрушу, у меня день Д, день Д, ну то есть все, сейчас будем мочить Иран, но не ракетами, а экономически. Заявляет президент страны, у которой за полгода плюс триллион госдолга. Вчера опубликовали данные, там немножко ахнула как бы мировая экономика, увидели, что все, за 40 перевалили. Тот госдолг, на фоне которого Трамп приходил, собственно, к власти, который в пух и прах критиковал Маска, зачем ставили? Маска. Ну, ровно за этим, чтобы траты подчистить, все как бы перефокусировать, переформатировать, чтобы долг уменьшить. Я прям помню это прям программное обещание, госдолг США должен быть уменьшен. Вот мы видим сейчас увеличен. Ну, то есть 40 плюс. Ну, так вот, он там прыгает, конечно, тем не менее. Китайцы, Си Цзиньпин же к нему приезжает, отказываются от трежерис американских, переводят все в золото, соответственно, еще больше получается там, да, давление на Америку. За вот эти, вообще говорить не приходится об этих технологических гонках, там, да, искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Такое ощущение складывается, вот вы так пробросили выше, что решается геополитическая задача. И вот когда она решится, некая, да, некий ребус, да, неважно там, сколько разбомбят Украину, сколько не сможет выйти судов из портов, что там 20% только зерна вывезли за август, 20%, то есть 1/5
из того, что должны были увезти, вот 1/5. Это все плевать. Но должен разрешиться геополитический вот этот пасьянс. Так а как его разрешить, Александр? И, ну, опять-таки, я понимаю людей. Вот вы, как вы говорите, уже тошнит. Ну, правда, от иранской истории тоже уже тошнит. Ответил Галибаф Трампу в соцсетях, говорит, ну, слушай, да, говорит, отлично. Войну, значит, военным путем ты проиграешь, и, собственно, войну вот эту экономическую. И говорит, что это признак слабости. То есть у нас уже всех тошнит от Ирана, весь мир, собственно. Даже Эксиус, что удивительно, вчера опубликовал материал, что какими-то тайными тропами по бережку возле Омана разблокировали там частично отгрузку нефти из стран залива, понимаете? То есть вот так материал целый, то есть секретные тропы, вот это все, танкеры идут, американцы охраняют. Слушайте, ну какой-то театр абсурда. Я так понимаю, что когда иранская история закончится, тогда уже и к Украине перейдут. А весь мир сейчас похож на театр абсурда, и под этим театром абсурда пытаются скрыть непопулярные решения между государствами. Просто последние 20 лет весь мир погрузился в битву идеологии и концепций. То есть были приняты на вооружение идеологии, и этими идеологиями все объяснялось. Они уперлись в тупик. Так всегда происходит с любыми подобными вещами, которые являются настройками. Они уже не объясняют те или иные задачи, и нужно делать по-другому, да. То вот это вот по-другому, да, в данном случае, если мы американцев берем, оно входит в конфликт с идеологической повесткой, которая проповедовалась. А конфликт с идеологической повесткой – это же не просто там для размышлений философов каких-то. Нет, это практические прикладные вещи. Это потом выборы, да, потому что люди скажут, ты делаешь непопулярные шаги, принимаешь непопулярные решения, то есть ты делаешь плохо для нас. А мы вот знаем, что, например, Россия – это враг, а с ней нельзя никаких дел иметь, а ты хочешь с ней иметь дела. Понимает это администрация Трампа, конечно, понимает, и она не может прямо действовать. Поэтому очень много абсурдных, на первый взгляд, нелогичных заявлений, действий, высказываний Трампа. Мне недавно попадалось видео, реклама 2005 года, там, где Трамп в Domino's Pizza участвует в рекламе. Смешно очень. Ему доставщик пиццы приносит 3 пиццы, говорит, Дональд Трамп, говорит, мы вам принесли 3 пиццы, каждая стоит по $5. Типа, вы берете? Он говорит, нет, говорит, у меня есть встречное предложение. Я вам за все 3 пиццы дам $15. Согласны? Он говорит, да. Трамп говорит, ну, не растерял еще сноровку. Вот такая вот реклама, да. По сути, как бы он сейчас себя таки ведет. Он очень много приписывает себе каких-то достижений, в чем он не приложил никаких усилий, да, и пытается идеологически это все подать. Люди смотрят, думают, ну, сумасшедший старик, но таковым-то он не является. Это первый момент. Второй момент, не вспомню еще интервью, один из миллиардеров делал такое тоже заявление в одном из интервью, когда меня спрашивают, вот вы должны там банкам в общей сложности $1 миллиард США. Говорит, вы чувствуете напряженность, как вам с этим живется? Он говорит, слушайте, если вы банку $1 миллион должны, да, то у вас проблема. А если $1 миллиард, то проблема уже у банка. То есть уже банк должен думать, как ты им эти деньги отдашь. К чему я это все говорю? К государственному долгу Соединенных Штатов Америки. Государственный долг уже действительно 40 триллионов, да, если не перевалил. То есть это колоссальные деньги. Это колоссальный долг. Любая другая бы страна уже загнулась, поймала бы несколько дефолтов, и просто бы экономика улетела в тартарары. Но не Соединенные Штаты Америки. Потому что доллар производится в США, но используется по всему миру. В этом-то вся логика. Я не могу сколько угодно брать взаймы, сколько угодно инфляционные процессы, эмиссию делать, да, запускать. Это все в итоге просто экспортируется на внешний рынок. Проблемы начинаются у тех стран, которые участвуют в межгосударственных переводах долларам. Вот самый наглядный пример во время ковида. 9 триллионов напечатано было денег и влито, напечатано это условно говорю, понятно, что это электронные деньги, да, и влито в американскую экономику. 9 триллионов. А инфляция произошла во всем мире.
Поэтому такие страны, как Китай, вот то, о чем вы сказали, они понимают, что с развитием их экономики она уже первая в мире, да, в реальном секторе так точно, в виртуальном догоняют они американцев и скоро перегонят. Рассчитываться в валюте, которая подвержена вот таким процессам, что США решили себе пополнить там запасы, либо да, влить в внутреннюю экономику, они не могут себе позволить, потому что им эти деньги надо зарабатывать. Соответственно, они отказываются. Произведет ли это к падению, да, там, доллара? Нет, не произведет. Не сейчас, то есть так быстро подобные процессы не происходят. Но процесс дедоларизации в мире, он начат. Он начат, мы можем посмотреть, как страны БРИКС, да, международные расчеты друг с другом в национальных валютах проводят. Но почему БРИКС несколько лет подряд заявляет о том, что мы создадим свою валюту, и не создают? Нет условий, нет такой возможности сейчас. Это очень длительный процесс. Поэтому американцы в этом смысле, да, они пользуются своим положением. Это первый момент. Что касается геополитических раскладов и прочего, тут еще нельзя забывать технологический уклад и гонку в технологическом укладе, в котором, кстати, европейские страны не участвуют, совершенно не участвуют. В нем участвует Азия, США, да, но ни в коем случае не Европа. Европа на задворках истории. И здесь тоже геополитика играет свое значение, свою роль. Открытие Северного морского пути. Китайцы уже запустили по нему транзит грузов, сократив время доставки в половину. Американцы тоже пытаются там как-то бодаться туда влезть. Контролирует его Россия, имея атомный ледокольный флот, то есть и будет его контролировать дальше. То есть это сближение Китая и России уже по транзитным направлениям. Где здесь Европа? Вот у меня вопрос возникает, я хочу всем его задать. Где европейцы? Они погрязли в идеологической повестке, и они с нее выйти не могут, в отличие от американцев, которые создает, как Ильфи Петров писал, побольше непонятного, да, и побольше шума. И за этим непонятным шумом они решают вполне себе конкретные задачи их государства и их национального бизнеса. Вот чем заняты американцы. И их, поверьте, уж точно не волнует судьба французов, немцев, украинцев или еще кого-то. Их вообще это никак не колышет. Если на карте будут стоять их интересы, да, в данном случае геополитического характера, они сомнут любое государство из вышеперечисленных. Я имею в виду из тех, которые не могут смять. Потому что Иран не существуют могут. страны, Иран они не могут. Они считали, что они могут это сделать. И Трамп сказал и искренне об этом заявлял, что в считанные там месяцы Ирана просто не будет, и он вернется в каменный век. Не вернулся, не получилось, да. Союзники подвели, стратегия была кривая какая-то по отношению к Ирану, да, не было возможности, выборы близко, непопулярность вопроса, да здесь столько аспектов накладывается, почему они не могут сделать то, чего они хотят, а еще один аспект, ему тоже выгодны эти качели, ему и нефтяникам американским, выгодна эта история, сегодня мы с Ираном воюем, завтра мы с ним дружим, ой, переговоры начались, ой, Иран молодец, уже они стали демократическим правительством, с ними можно решать дела. Проходит 2 дня, это самое страшное мировое зло, которое можно придумать, и с ним нужно расправляться. Я имею в виду там режим аятол, да, ксир и прочее. Это слова Трампа. И люди смотрят и думают, ну, дед вообще двинулся. Он не двинулся, друзья. В этот момент, когда думаете, что дед двинулся, смотрите, что происходит на фондовом рынке. И там, поверьте, двигаются стрелочки, да, свечки растут, падают, и миллиардные состояния зарабатываются на этом. И Трамп это делает для того, чтобы удержаться при власти. Потому что, чтобы удержаться при власти, не Конгресс нужно выиграть, и не Сенат, вот, и не чиновников своих расставить, и не американцам понравится. Нет, чтобы удержаться при власти, нужен консенсус американских элит для него. И этот консенсус он пытается сейчас получить. Он понимает, что те решения и шаги, которые он делает, они расходятся с идеологической повесткой, с идеологической конъюнктурой, в которой США давно пребывают. И он будет становиться непопулярным. Но не только популярность удерживает политика при власти, но и те, которые богаче его и сильнее его. Вот с ними он и договаривается. Да. Ну, пленки, конечно, продолжаются. Публикуются по захвату предприятий, не называются предприятия. Ну, там этот Максим Викторович, ну, понятно, да, там Экстартеп, там они все это как-то
прячут. Мудрая тоже в этом участвует. Предприятие захватывает. Ну, прям такая, знаете, игра монополия. Понятно почему. Проценты обсуждаются. 10% мало, 50% мы там не нарисуем. А я там ухвалу нарисую, чтобы как бы... Ну, вот, элементарный отжим. Чтобы подытожить наш сегодняшний разговор, как вы думаете, будут последствия у этого? Потому что, с одной стороны, да, безусловно, новые пленки... Но, с другой стороны, новые пленки без голоса Зеленского — это шик. Тут Ермака целого сбили, да, который в 24 году мудрую эту принимал на работу. А с другой стороны, я понимаю скепсис людей, там с многими общался за эти день, да, там, полтора. Они говорят, ну хорошо, ну да, ну пленки показали, ну какую-то, ну слили эту мудрую, ну сейчас там ее потягают точно так же, даже если будет залог, она же на свободе. Ну, мол, все равно как бы Зеленского все в стороне, и, в общем-то, политически, да, это будет влиять, вот как вы говорите, там, на окружение, на какие-то расклады, но по сути ничего не изменит. Есть ли шанс, что изменит? Потому что, ну, все ближе и ближе снаряды падают. Нет, я считаю, что не изменит в плане государственном, да, это точно не лишит власти Зеленского, это не собьет его позиции, не будут проведены сейчас выборы, да, демократические, с участием всех политических сил, в том числе изгнанных и запрещенных. Нет, это все не произойдет. Это мышиная возня вокруг потоков, и будут сбиты определенные решалы, да, или как этот Максим, как его там по батюшке, да, ранее уважаемый человек в определенных кругах, вот, будут сбиты подобные люди, на их место поставят, там очередь стоит, поверьте, там очередь стоит из тех, которые считают, что они лучше, знают лучше и могут лучше. Вот, и если будет не мудрая, будет еще какая-то другая тетка или дядька, которая за этими потоками будет следить. В данном случае этот удар наносится просто по окружению, даже не ближайшему и не третьему кругу. То есть это люди, которые обслуживали окружение Зеленского. Вот я бы даже так сказал. То есть удар по хвостам получается. По сути, да. То есть я не вижу здесь вообще никаких реальных проблем для самого Зеленского. То есть это, ну, ударили, у меня там есть какой-то клерк работает. Ну, забирайте, у нее сразу уволим. Он мог ее уволить задним числом, сейчас сказать, я ее не назначал. Это какая-то... Что он тут делает? Кто она такая, первый раз ее вижу. То есть он мог даже так поступить. Если Зеленский согласился слить Ермака, друзья, все остальные для него, поверьте, никакой ценности не имеют. Ближайший человек, Ермак, ближайший. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.